Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы погрузимся в темные воды адвокатской репутации. На повестке дня досье двух адвокатов Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, Игоря Сулимы и Владимира Вороняка. Их имена окружены слухами, обвинениями и мраком конспирологии. Мошенничество, русофилия, ярлык серого кардинала и даже оскорбления вроде «тупой». Все это тянет их репутацию на дно. Как их темное прошлое влияет на громкое дело Зинченко? И могут ли они вытащить своего клиента из этой передряги? Приготовьтесь к расследованию, которое перевернет ваши представления о правосудии. Подписывайтесь, ставьте лайк и поехали. Для начала коротко о деле. Вячеслав Зинченко, 18-летний львовянин, обвиняется в умышленном убийстве Ирины Фарион, известной националистки. В июле 2024 года произошло это убийство. Дело взорвало общество, страсти кипят, националистические настроения на пределе. Сулима и Вороняк, адвокаты Зинченко, оспаривают доказательства, но их репутации, скажем так, оставляют желать лучшего. Сегодня я раскрою, как их скандальное прошлое и токсичные отзывы о них подрывают защиту Зинченко и формируют его образ как антигероя. Неужели выбор этих адвокатов Зинченко – часть большой конспирологической игры? Давайте разбираться. Кто такой Игорь Сулима? Игорь Сулима – адвокат из Ивано-Франковска, звезда резонансных дел. Он защищал пророссийского блогера Руслана Кацабу, а теперь борется за Зинченко, оспаривая видеозаписи и содержимое телефона обвиняемого. Но за его активностью скрывается темная сторона. Обвинение в мошенничестве, ярлык русофила и даже дисциплинарное взыскание. Кто он? Профессионал или фигура, играющая в опасную игру? В марте 2025 года Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры приостановила лицензию Сулимы на 2 месяца. Причина – он не проходил повышение квалификации с 2019 по 2023 год. Серьезно? Опытный адвокат просто забыл пройти курсы? Или это был бунт против системы? А может, он избегал аккредитованных программ, зная о коррупционных схемах в адвокатской среде при сдаче экзаменов? Это пятно на его репутации кричит о непрофессионализме. И в деле Зинченко, где каждый шаг под микроскопом – это подарок для обвинения. Они могут сказать, какой это адвокат, если он даже курсы не прошел. Теперь к отзывам. Их 7.
и 6 из них как нож в спину. Степан. Об Игоре Суліме. Май 2025 год. Отзыв. Біжіть від таких адвокатів. Вичистить ваші кишені в ноль. Следующий. Дима. Апрель 2025. Дважды пишет. Шахрай і брехун. Ніколи не рекомендую. Довбуш. Апрель 2025. Він лише москалів захищає. Гнати таких з України. Наталія. Октябрь 2024. Суліма русофіл. Ганьба йому. Орест. Июль 2024. Нехай Бог милує від таких адвокатів. И только один отзыв от Александра, декабрь 2024, хвалит Сулиму. Он пишет: Сулима один из лучших адвокатов Ивано-Франковской области. Но этот отзыв обрывается, без деталей. Кто эти люди? Разгневанные клиенты или часть кампании по дискредитации? Обвинения в мошенничестве звучат громко, но где факты? А ярлык русофила – это отголоски дела Кацабы и, возможно, Зинченко. Неужели Сулиму травят, чтобы ослабить защиту? Но в деле Фарион, где национализм на первом плане, эти отзывы как яд. Они делают Сулиму токсичным, а Зинченко мишенью общественного гнева. Поговорим о Кацабе. Сулима защищал этого блогера, обвиненного в препятствовании армии и госизмене. В 2016 году Кацабу осудили на 3,5 года, но апелляция его оправдала. Правда, в 2017 году дело возобновили, и оно тянется до сих пор. Кацаба же сбежал в США. Сулима добился оправдания, но выбор клиента сделал его мишенью. Почему он берется за такие дела? Это профессиональный вызов или что-то большее? Неужели Игорь Сулима играет в игру, связывая себя с антиукраинскими фигурами? В деле Зинченко это пятно усиливает недоверие, особенно среди националистов, для которых Фарион – икона. Теперь Владимир Вороняк. Это второй адвокат Зинченко. Зарегистрирован в Ивано-Франковске, город Болехов. Он оспаривает доказательства в деле Фарион, но его фигура – настоящая загадка. Ранее он работал в прокуратуре Ивано-Франковской области. И, по слухам, был там не последним человеком. Но почему прокурор стал адвокатом? И что скрывает его? Сайт antikor.info называет Вороняка серым кардиналом с прозвищем Васяня и фразой «все будет хорошо, но не всем». В период люстрации 2014-2016 годы он якобы тянул ниточки в прокуратуре. Но где доказательства? Статья намекает на закулисные игры, но фактов коррупции нет. Неужели Вороняк сбежал из прокуратуры, чтобы избежать люстрации? Или он использует старые связи в адвокатской работе? Его тень прошлого вызывает вопросы.
В деле Зинченко это может быть воспринято как попытка манипулировать процессом. Кто он? Мастер игры или жертва слухов? Теперь отзывы о Вороняке. Свежий отзыв шокирует. Роман. Декабрь 2024 года. Пишет. Тупый. Все. Ни деталей, ни фактов. Просто оскорбление. Кто такой Роман? Недовольный клиент, конкурент или часть компании против Вороняка? Почему отзыв такой грубый и пустой? Неужели кто-то хочет подорвать его репутацию в разгар дела Зинченко? Других отзывов нет. На сайтах вроде uadvocat.com.ua тишина. Почему о Вороняке так мало говорят? Он избегает публичности, чтобы скрыть прошлое? Или его клиенты молчат по договоренности? Это тишина, как черная дыра, поглощающая доверие. В деле Фарион, где каждый шаг защиты под микроскопом, отзыв тупый и прокурорское прошлое делают Вороняка уязвимым. Вороняк оспаривает доказательства, но его темное прошлое и оскорбительный отзыв бросают тень на защиту. Не использует ли Вороняк старые прокурорские связи, чтобы влиять на дело? Или его репутация – это умышленное пятно, чтобы отвлечь от слабостей обвинения? Его загадочность – это сила или слабость? В любом случае, он добавляет токсичности к образу защиты Зинченко. Как репутация адвокатов вредит процессу? Сулейма и Вороняк как два якоря, тянущие защиту Зинченко на дно. Сулейма утопает в обвинениях в мошенничестве и русофилии, плюс дисциплинарное взыскание за лень в повышении квалификации. Вороняк – загадка с ярлыком серого кардинала и оскорбительным отзывом «тупый». В деле Фарион, где национализм и эмоции бьют через край, эти пятна как мина замедленного действия. Неужели выбор таких адвокатов – это простая ошибка? Или их репутации – это часть плана, чтобы отвлечь внимание от слабых доказательств обвинения? Судьи и прокуроры могут смотреть на их аргументы скептически, а СМИ раздувают скандалы, усиливая давление. Восприятие Зинченко общественностью. Это важно. Зинченко – молодой парень, обвиненный в убийстве иконы национализма, но его адвокаты делают все хуже. Сулейма, связанный с Кацабой, воспринимается как защитник пророссийских фигур. Отзывы называют его мошенником и русофилом. Вороняк с его прокурорским прошлым и отзывом «тупый» добавляет подозрений. Общественность видит в Зинченко не просто обвиняемого, а клиента токсичных адвокатов. Не стал ли Зинченко заложником их репутаций? Неужели его образ антигероя формируется умышленно, чтобы общественность осудила его до приговора? Кто стоит за этим? Националисты? СМИ? Или кто-то еще? Репутационные пятна адвокатов – это бомба.
Суд может быть предвзятым, СМИ раздувают скандалы, а общественное давление растет. Их репутации могут быть использованы, чтобы отвлечь от слабостей дела. Или защита играет в рискованную игру, чтобы запутать всех. Общая оценка адвокатов. Игорь Сулейма. Плюсы. Кацаба, Зинченко. Он добился оправдания Кацабы в апелляции 2016 года, а в деле Зинченко активно оспаривает доказательства. Один отзыв хвалит его как лучшего адвоката. Минусы. Дисциплинарное взыскание и отзывы о мошенничестве и русофилии. Это яд. В деле Фарион это делает его мишенью для гнева. Репутационный риск высокий. Он как мина, готовая взорваться под защитой Зинченко. Неужели Сулейму травят, чтобы ослабить защиту? Или он сам выбрал токсичные дела? Владимир Вороняк. Плюсы. Нет дисциплинарных взысканий. Прокурорский опыт может помочь в деле. Он активно работает над делом Зинченко. Минусы. Отзыв тупый и ярлык серого кардинала создают образ сомнительной фигуры. Отсутствие других отзывов – это черная дыра доверия. Репутационный риск средний. Меньшая публичность защищает его, но темное прошлое и оскорбления вызывают подозрения. Почему Вороняк так незаметен? Не использует ли он связи в прокуратуре? Или его репутация – это часть атаки? Теперь моя оценка. Сулейма и Вороняк могут защищать Зинченко. Сулейма доказал это в деле Кацабы, а Вороняк знает, как работает обвинение. Но их репутации – это гири на ногах. Сулейма уязвим из-за отзывов и взыскания. Вороняк из-за загадочности и отзыва тупы. Общественное восприятие Зинченко таким образом страдает. Его адвокаты как темные пятна, усиливающие образ виновного. Неужели их выбрали, чтобы подставить Зинченко? Или их репутации – это отвлекающий маневр, чтобы скрыть слабости обвинения? Мой вердикт. Они способны защищать, но только если переключат внимание с конспирологических слухов на юридические факты. В деле Фарион это будет адски сложно. Итак, друзья, мы вскрыли досье Сулеймы и Вороняка. Сулейма тонет в обвинениях в мошенничестве и русофилии, а Вороняка называют тупым и серым кардиналом. Их репутации как яд, отравляющий защиту Зинченко. Общественность видит в нем не просто обвиняемого, а клиента токсичных адвокатов. Неужели выбор этих адвокатов – это часть большой игры? Кто за этим стоит? Националисты, СМИ или кто-то еще? Их опыт может спасти Зинченко, если они переключат фокус на юридические аргументы. Друзья, а вы что думаете? Отзыв тупый, а Вороняке это правда или атака? Сулейма – мошенник или жертва травли? Пишите свои теории в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разоблачения. Если вам
нужна юридическая помощь, пишите мне, Валерию Табакову. Я постараюсь не дать вас в обиду. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. Держим правду на прицеле.